Дима познакомился с Наташей и тут же пропал. Он только сейчас понял смысл выражения «она не такая, как все», потому что раньше он не встречал таких девушек. Не сказать, что она была ослепительной красоты, но что-то в ее внешности такое было цепляющее. Может, то, что она не гналась за модой, не наращивала ногти, волосы, ресницы, не рисовала невообразимые брови и не одевалась в мешки-балахоны, которые сейчас красиво называли оверсайз. По нынешним стандартам красоты Наташа была скорее старомодной, не красила волосы в необразимые оттенки, косметику использовала в мирных целях и очень любила носить красивые женственные платья. Словом, внешне она очень выделялась из толпы одинаковых, будто скроенных по одному лекалу девушек. Впрочем, выделялась она не только внешне. В первый раз Дима очень удивился, когда на его приглашение пойти в кафе Наташа сказала: «Спасибо, я только что из дома, есть не хочу. Давай просто погуляем». Обычно девушки с первого свидания просили, а то и требовали ужина в заведениях общепита. В следующий раз Дима потерял дар речи, когда Наташа сама написала ему и предложила встретиться, как будто она вовсе не хотела, чтобы ее добивались. Дима нравился ей, и она этого не скрывала, не требовала, чтобы он проявлял инициативу или плясал вокруг нее с бубном. К тому же Наташа была совсем не глупой девушкой. Когда Дима познакомил ее со своими друзьями, она как-то немногословно, но очень точно и по делу что-то сказала, что многие буквально вытаращили глаза. И это говорит девушка? Да и вообще, с Наташей было легко общаться, интересно проводить время. Она никогда и ни из чего не делала проблемы, ничего не усложняла, не обижалась на ровном месте, не придумывала повод для конфликта. Однако был единственный момент, который Диму смущал. Наташа воспитывала 6-летнюю дочку одна. В смысле, ей помогали родители, у которых она и жила в данный момент, но папа в жизни ребенка полностью отсутствовал. То, что он не готов быть отцом, выяснилось, когда дочке исполнился год. Спокойно рассказывала Наташа. Да, я много раз ему объясняла, что ребенок – это тяжело, что это время, нервы, деньги, что это ограничить себя во всем. Предлагала подождать, пожить для себя, но он буквально выпрашивал ребенка. Вернее, сначала выпрашивал, а потом угрожать начал. В смысле, если не будет ребенка, он уйдет, потому что без ребенка это не семья. И вот, с одной стороны разум и расчет, а с другой и мое желание стать мамой, и его требования. Вот и родилась наша дочка. А он устал, очень быстро устал, и понял, что я была права. Поэтому просто подал на развод и отправил нас к моим родителям. С дочкой не общается, платит копейки, говорит, что деньги ему самому нужнее. Справедливости ради, Наташа никогда не требовала, чтобы Дима уделял внимание ее дочке. Наоборот, если так получалось, что гуляли все вместе, просила, чтобы ребенок вел себя потише, не дергал маму каждую минуту и дал взрослым пообщаться. «Я не считаю, что второй муж обязан любить или воспитывать моего ребенка», говорила она, когда Дима спрашивал ее об этом. Любить по обязанности нельзя. Наладить ровные отношения – да, это было бы здорово. Помогать – идеально. Но только если сам не против. В данной ситуации ребенок – это только мамина головная боль и ничья больше. Надо признать, что и дочка у Наташи была прихорошенькой, не капризная, не избалованная. Знала, когда можно побегать и пошуметь, а когда надо посидеть тихо. С Димой общалась охотно, но и навязчивой не была. Прошло полгода, и Дима понял, что просто встречи его больше не устраивают. Ему было так хорошо рядом с Наташей, что он начал подумывать о том,
чтобы предложить ей вместе с дочкой перебраться к нему. Но сначала он решил поговорить с родителями. Они уже были знакомы и с Наташей, и с ее дочкой. Всегда встречали их с улыбкой, угощали малышку шоколадками и не отказывались от помощи Наташи на даче. Дима был абсолютно уверен в том, что Наташа им нравится, и они поддержат его решение. Но ошибся. «Не сходи с ума!» — рявкнула мать. «Тебе это зачем? Ты молодой парень, тебе еще 30 нет. Зачем тебе чужие дети? Тебе о своих надо будет думать. Даже если она второго тебе родит, свою ты любить не перестанет. И к чему тебе это счастье? И самое главное, ты ведь так ценишь свободу и независимость. Подумай сам, сейчас ты можешь хоть всю ночь просидеть в баре с друзьями, можешь на выходные сорваться в другой город или в поход. А Наташа? Ну, раз попросит родителей побыть с ребенком, ну, два, но не постоянно же. Вот и придется тебе подстраиваться. Надолго тебя хватит с твоим характером. Нет, Димочка, я не против, чтобы ты встречался с этой женщиной. Она действительно хорошая. Но жить вместе, тем более в перспективе жениться, ни за что. Никогда не женись на разведенке, сынок. А вот папа был почему-то другого мнения. Он утащил сына на балкон, чтобы мать не слышала, и тихо сказал: «Любовь – бесценный дар. Нельзя ее разменивать на сиюминутное удовольствие. Свое надо отлюбить, а не предавать свои чувства. Ты, сын, конечно, думай сам, но девочка эта правильная, я чувствую. А еще чувствую, что она любит тебя, а сейчас это большая редкость». Димка мучился, не зная, как поступить, но все решил случай. Его друзья пригласили вместе съездить в выходные на фестиваль в соседний город. «Прости, Дим, я не смогу», – расстроенно сказала Наташа, когда он позвонил ей в пятницу вечером. «Дочка заболела, температура высокая, буду лечить». «А мама-то оказалась права», – подумал Дима. Он понял, что это знак свыше. С того дня он начал находить поводы, чтобы как можно реже встречаться с Наташей. Иногда пропадал на несколько дней, не звонил, не писал. Наташа была умной женщиной и все поняла сама, избавив Диму от мучительных объяснений. Прошло 3 года. Мама Димы как раз заканчивала мыть посуду после ужина, когда в квартиру ворвался невероятно злой Дима. «Я подаю на развод!» Закричал он чуть ли не с порога так, что задремавший было отец проснулся и выскочил в коридор. «Да», — продолжал Дима, не слушая мать, которая предложила ему раздеться и пройти на кухню. «Мне все надоело. Я так больше не могу. Нет, мам, ты представляешь? Мало того, что эта дура устроила мне скандал из-за того, что мы с мужиками отмечали днюху Славки, и я не пришел ночевать. Мало того, что она не отпустила меня на неделю на Селигер, так теперь еще требует, чтобы я и эти выходные дома просидел. Ничего, что мы с друзьями уже договорились на футбол идти. Зубки у ребенка, видишь ли, режутся. Не спит она, видите ли, 3-ю ночь. Отдохнуть ей надо. Вот пусть и отдыхает теперь одна. Я ей сказал, чтобы завтра же выметалась из моего дома». «Дима!» Мать была ошарашена. «Как же так? Это твой ребенок. Ты отец. Ты должен заботиться о нем так же, как и она. Вы оба родители. Разве можно так?» «А зачем мне этот ребенок, раз из-за него я не могу пойти, куда хочу и с кем хочу? Я не хочу, чтобы он меня по рукам и ногам связывал. Я не желаю подстраиваться. То зубки у них, то колики. И вообще...» Он прямо посмотрел на мать. «Разве не ты, мама, меня тогда с Наташей убеждала в том, что самое главное – свобода?» «Дим, так я же про чужого ребенка», – удивилась она. «А тут свой, твой, ты должен». «Я должен быть в первую очередь счастлив. Ай, что тут с вами?» Он махнул рукой
и выскочил из дома. Мать посмотрела на отца в полной растерянности, а тот развел руками. Ну, зато чужого ребенка воспитывать не пришлось. Вопрос в другом. Кто теперь нашего внука воспитывать будет? Он вздохнул и не спеша пошел обратно в комнату. А мать заплакала, закрыв лицо руками. Она же все сделала правильно. Почему так получилось-то? Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.